Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзоре, можно сказать, интересное и долгожданное для нас, по крайней мере, место. Дело в том, что переезжала эта штука довольно много раз. Мы заехали сюда, у него что-то не задалось, он закрылся, открылся в другом месте и теперь обратно сюда вернулся, и кухня открылась уже по полной программе. Вообще изначально он предполагал, хозяин, я имею в виду, открыть крафтовое пиво исключительно для друзей. Сидеть просто, пить пиво для друзей. Но вроде как зашло, и, соответственно, он начал работать. Ладно, долгая прелюдия. Суть в чем? Суть в том, что здесь есть крафтовое пиво, здесь есть европейская кухня, пицца, сэндвичи, гамбургеры и прочее. И плюс ко всему с азиатским колоритом. Я думаю, это должно быть интересно. Давайте проверять. Что ж, прежде всего, это достаточно малюсенькое место. Насчет уюта пока что я не скажу, потому что здесь ремонт, мытье байков, а здесь стройка. Ну, то есть у ребят получается так, что они временно, я надеюсь, расположились в таком месте, что у них происходит здесь по большому счету хаос прямо сейчас. Ну, это ладно. Давайте вернемся к еде, а именно, прежде всего, к ценам в менюхе. Начинаются они, конечно же, от где-то 30-40 тысяч, что не может не радовать, а заканчиваются, как я вот поизучал, максимальная цена 150 тысяч донгов. Это зажаренные ребрышки на барбекю, то есть должны быть на углях приготовленные. В общем-то, мы их, скорее всего, тоже попробуем, но начнем с чего-то более такого обычного нам и понятного. В данном случае я заказал первые два тако. Один будет у нас с говядиной и с сыром и острый, а другой будет с курицей. Ну и да, естественно, куда же без крафтового пиво. Здесь у нас это Hazy IPA пиво, то есть, как меня в свое время Костя научил, мой тезка, с которым у нас были поход по крафтовым пивоварням и барам. Вот здесь вот, там их две части, вот здесь ссылочка появится. И он говорит, Hazy это, во-первых, нефильтрованное, но это видно, во-вторых, переводится как туманное пиво, и в-третьих, должно быть довольно интересное. Вкус IPA. Вкус, я говорю, аромат, да. А вот и первые такосы. Приличный размер. Горчинка есть, но это, конечно, мощь. Горечь и мощь. Ну да. От Ромки принесли уже второй бокальчик. Ром, а вот мы тогда пробовали. Ты сказал, что тебе ИПА не особо, потому что горечь, прям не знаю, как это можно пить. Ну давай теперь, почему уже второй? Ну, слушай, я когда сейчас пил, я думал, это не ИПА ты заказал, я думал, это крафтовое, которое первое, типа блонды что-то. Это Hazy IPA, вот это. Точно? Ну, потому что это вот, видишь, туман, не фильтражка, да. Просто я люблю нефильтрованное пиво, и здесь горечи особо нет, оно очень приятно и легко пьется. Горечи нет. Вообще нет. Да ты чего? Здесь очень много горечи. Но по сравнению с тем, что было в Ханое, это, блин, вообще по сравнению. супер лайтовый вариант, который именно я люблю. Ну, хорошо. И самое, можно сказать, одно из больших достоинств этого пива, потому что стоит вот этот бокал 0,33 20 тысяч донгов. Это на уровне обычного тайгера, например, баночки 0,33, которую ты покупаешь, ну, где-нибудь в ларьке. Ровно те же самые 20 тысяч. А если в ресторанчике или в какой-нибудь кафешке ты заказываешь, обычно Tiger Crystal вот этот стоит 23-25 тысяч донгов. Так что по цене здесь вообще классно и здорово. У них есть еще один вид. Это мы чуть попозже проверим. Ром, ну и давай по-быстренькому. Вот эти вот такосы, я не знаю, какая тут с сыром. Вот это с сыром. Ты с сыром острую хочешь? Да, давай-ка вот ты с сыром острую, а я с курицей. Давайте посмотрим, как у нас оно тут внутри. Так. Курица там будет копченая. Кура груди. Да, кстати, прилично курицы. Ну вот прям сами смотрите. Нормально так. Трава, помидорки, лучок. Соус имеется. Ну и что? Давайте пробовать. Окей. Разваливается маленько, но это ничего.
Вкусно. Вот, а у Ромки и сыр. А? Тянется. Да, у Ромки еще и сырок там имеется. По остроте как? Потому что у меня не написано было, что острая, но она такая остренькая. А у тебя? У меня острота, которая зайдет всем, кто даже не любит остроту. Ага, ну то есть, видимо, одинаково. Хотя странно, почему у тебя написано острое дополнительно. Мяса много, мясо нежное, хорошее, не сухое. Когда все это вместе ешь, никакой сухомятки не возникает. Не, ну это классно. Ну, что сказать. Своих денег однозначно это тако стоит. Ромкина с сыром 50 тысяч, а вот эта моя с курочкой 40 тысяч. Однозначно кайфово. Здорово сделано. Вопросов никаких нет. Овощи, помидоры, приличное количество мяса. По итогу я скажу так. Мне мой с курицей очень понравился. И это вкусно, и это недорого. Одной штукой, конечно, не наешься. Я еще не наелся. Роман, по поводу сырной. Это чертовски вкусно. Я не помню, чтобы я здесь хоть раз пробовал вот что-то похожее на шаурму, чтобы она была без каких-либо намеков на вьетнамский или азиатский вкус. То есть это полностью соответствует вот моим вкусовым предпочтениям. Самое главное, что он сделал и что здесь не делает никто, кто подает что-то в лаваше, он его обжарил, и это усилило вкус в разы просто, согласись. Ну, в целом так и должно быть. Да, но здесь нигде этого не делают. Помнишь, мы где-то были на фудкорте, там нам подали может тоже. быть. Нет, по-моему, честно говоря, много кто Я еще на это обжаривает. ругался. Ну вот. Ну ладно. Это вот главное, мне кажется, что он это делает. И теперь я знаю, куда я буду частенько заезжать. Я здесь, благо, живу недалеко. Да, я полностью согласен, что вот эти вот две штучки, которые мы сейчас употребили, это вкусно, главное, недорого. У нас впереди еще сэндвичи, бургеры, пиццы. Короче говоря, мы сейчас проверим все это дело. Едем далее. Сэндвичи нам и подъехали. Стоят они каждый по 30 тысяч донгов. Выглядит вот это прям круто, здорово и хорошо. Порционно порезано, мясо есть, трава есть, все такое. Когда я открыл первым делом вот этот вот клаб сэндвич, нет, хэм-чиз, да? Это, честно говоря, ну, знаете, как эти сэндвичи, которые в аэропорту ты заказываешь, нажимаешь кнопочку, и тебе вендинговый автомат его выбрасывает. Ну, вот примерно что то же самое. То есть один скромненький кусочек ветчины, ну, сыра, правда, прилично. Это правда. Ну, давайте облагородим его, что ли. Вот так. Благо подается. Вот каждый вот так вот должен быть. Хрень. Зажарена на прогорклом масле. Потому что вот эта булка, но если вот они обжаривали без какого-либо масла предыдущие такосы, то здесь масло впиталось. И мне этот вкус масла здесь совершенно не нравится. Он абсолютно не в тему. А по поводу же самого сыра, ветчины. Да ровно та же самая ерунда, что и в вендинговых автоматах. Ром, ну, давай, если хочешь, пробуй и это тоже. Но я бы тебе, как говорится, не особо советовал. Ну и давайте попробуем вот этот вот. Клаб сэндвич. Мясо прилично, овощи имеются. Другое дело. Ром был прав. Если в такосах я подкопченности этой курицы не чувствовал, то здесь легкая такая подкопченность имеется. Ну а вот это совсем другое дело. Это уже полноценный, хороший сэндвич. Окей. Нам тем временем, как вы заметили, поднесли все виды пива крафтовые, которые у него есть. Это здорово и классно. Здесь есть из чего, как говорится, выбрать и потестировать. Роман, давай по сэндвичам и потестим пивко. Все-таки здесь не часто встретишь крафтовые виды. Роман, сэндвичи. Вот с курицей вообще отличный. И... Ну вот это ты имеешь в виду? Да. Ага. И удобно нарезан, Да. и вкусно. Мне прям понравилось. Ага. А вот первый, да, ну,
По 10-бальной шкале я его оценю, наверное, на 5. На 5 я вот сразу показываю на 2, не больше. Да не, ну с утра... Ну хотя ладно, я 1 балл закину за количество сыра. Сыр неплох, тянется, вкусный, и его не такое малюсенькое количество. Просто с утра с кофеечком я бы такой бы и съел. Но хотелось бы получше все-таки. Ну да, овощичек накидайте, прогорклое масло уберите, и все, и будет хорошо. Но то, что слайс тонюсенький вот этой ветчины, ну ладно, Господь бы с ним, просто, наполнение чуть-чуть побогаче, и главное, обжаривайте просто на сковородке, на сухой, потому что хлебушек должен быть поджаристый, подзатвердевший, чтобы его приятно было кусать. А никакого масла, ничего этого не требуется, странно. Ладно, с этим понятно. Роман, вот это, по-моему, тот же самый Хейс, который мы уже пробовали. Да, это он. Дай проверю. Держи. А вот это? А, это другое совсем. Ну, это и так понятно, что другое. Это тоже ипашка какая-то. А это что, стаут? Ну, ближе к стауту, но аромат слабенький для стаута. Маловат. Ну, вот это фруктовое, вот это не пойми что. Но это ипашка какая-то и стаут. А тот мы, значит, уже пробовали. Роман, просто тыкай, какой тебе хочется. Давай. Это фрукты, ипа и стаут. Давай фруктовый. Стаут отложим тогда. Ну это прям, да, такая. О, а вот это вкусно. А вот это вкусно. В целом на Хейс может быть где-то похоже, потому что ипа есть ипа. Горчинки намного, скажем так, не больше, а она ярко более выражена. Да, интересно. Ну вот здесь бы нашего эксперта Константина, который бы мог сказать, что здесь какой-нибудь специальный хмель использован и так далее. Это интересно. Это самостоятельный, отличный вкус. Давай я тоже вот эту фруктовую хреновину попробую, а ты вот эту держи. Тихо. Вот единственное пока что меня здесь не очень устраивает, количество мух. Я не знаю, откуда у них столько здесь взялось. Кстати, здесь есть сезон мух. Можете себе такое представить? Может быть, он просто начался так неожиданно. Они делают какой-то в определенный сезон, делают вылет, и их несметное количество. И здесь во всех рестиках будет лежать всякие специальные бумажки под столами, кое-где вонючки, они еще специальные столы промазывают, значит, чем-то. В общем, сезон мух как бы бывает. Но вот не исключено, что он просто начался. Так это же маракуйя. Да, причем мне прям очень понравилось. Маракуйя с чем-то. Не одна. Как будто бы засластили маракую, да? Ну, сладость я вот вообще не почувствовал, только аромат исключительно, какой-то фруктовый. Нет, вкус прям маракуйи есть тоже, да. Аромат, да. В целом, меня устраивает. Это, знаете ли, фруктовое, симпатичное, интересное ипашка. Мне еще понравилось, что слегка... Держи, раз тебе, говоришь, понравилось. Есть такая приятная. Горчинки практически нет, но она такая легкая. Это больше фруктовое пиво. В целом, хороший набор. Почему нет? Первый мы уж попробовали. Ну, стаут, ладно, давайте попозже. Я его пока даже отставлю. Давайте сделаем следующий заказ. И вот уже под это дело. Слушайте, отлично. И главное, да, ребята, все вот эти пива по 20 тысяч донгов. Пришлось некоторое время подождать, но нам приехало местное изобретение, а именно чиза. Ну, понятно, как это происходит. Название в данном случае у нас с говядиной и с морепродуктами. Стоит ровно одинаково, по 50 тысяч донгов, что, опять же, очень и очень неплохо. Попробуем тот самый, что я изначально назвал стаутом. Но сейчас посмотрим, что это.
Но это, скажем так, с претензией, конечно же, на стаут, но по большому счету это просто темненькое пиво. Неплохо, симпатично. Как сказать, обычное темное пиво с привкусом ипашности. Я бы его назвал так, ром. Действительно такое, вот знаете, если можно сказать легкое темное пиво, то это вот оно. То есть вот этого вот, знаете, сурового, мощного вкуса стаута здесь нет. Да, оно прикольное и легко пьется. Это, ну, Да. типа, мне напоминает, как будто бы темный лагерь с ароматом жженой карамели. Вот что-то такое. Ну вот что-то типа того. Кстати, очень приличное, надо сказать. Для темненького, для любителей темного, вполне. Да, окей, пусть будет. Ром, ты какую? С говядиной, с морепродуктами? Ну, впрочем, она здесь порезана, мы и то попробуем. Ну, давай, начни с этой. А я, соответственно, с морепродуктов. Ну, кстати, посыпано неплохо. Это кальмар. Других я здесь... А, нет, креветка тоже есть. Кусочки креветки встречаются. Ну и хорошо. Оно заранее порезано. Тянется, тянется. Все здорово. Давайте вот так и заценим. Это, ребят, здорово. Это однозначно плюс, кайф и все такое. Сейчас я с говядиной, ну, с фаршем тоже попробую. Ром, держи, пока пробуй. А ты понял, что здесь вместо теста? Пока нет. Это очень крутая штука, мне прям очень понравилось. Перед тем, как вот попробовать с говядиной, я думаю, примерно будет то же самое, это понятно. Морепродукты хорошие, кальмар свежий, вполне себе хрустит и даже чувствуется аромат и вкус кальмара. Это, кстати, здорово и классно. Обычно в таких местах, знаете ли, по типу спортбаров подают что-то прям убитое. Нет, здесь хороший, свежий, достаточно кальмар. Сыра много, ты его жуешь, ты понимаешь, о чем это. По поводу же вот котлетки, то, что Рома говорит, что это сама за котлетка, я пока не знаю. Ну, там, понятно, очень много кляра. Вот, видите, да, оно прям все вот такое клярное. И сыр-то, вы только посмотрите на это. Вот оно. Давай чуть-чуть мяска на поверхность еще закинем. Вот, зацени, здесь прямо видно, и ты поймешь. Это курица, а снизу панировка. Это вместо теста. Там еще и курица? Да, вместо теста курица, а снизу панировка. То есть это панировочная курица, да еще и со всеми... А здесь то же самое? Да. Да. Короче говоря, да, это курица в панировке, сверху сыр. Ром, давай крупно снимем, чтобы люди поняли, о чем мы говорим. Вот смотрите, сыр тянущийся, отличный. Вот так мы его завернем. И вот оно, курица в панировке, а сверху уже вот эта вся красота. И теперь с мяском. Они обе крайне вкусные. Это мясо с кетчупом, со вкусом кетчупа. Очень неплохо, очень все в тему. Сыр есть. Здесь прям морепродуктовая тема. Нейтральная курочка, как наполнение. Да вообще здорово. Вы знаете, это одна из лучших штук фастфудовских за последнее время, которые я пробовал. Я сейчас, как говорится, могу растечься древом по дереву, да, как это говорится там, мыслью по дереву, да, по поводу того, что, ну, это прям находка. Ребята, вы молодцы. Вы сделали очень крутую штуку. Нажористо, недорого, я напомню, по 50 тысяч они всего лишь стоят. Одну такую съел, ну ты как бы такой червяка-то точно заморил.
Ну, Роман, давай. Ну, у меня только крутые впечатления. Прям очень круто, ребят, молодцы, У меня в молодцы. том числе, да. Во-первых, цена отличная, 50 тысяч, блин, Да. это супер цена. Я такого ни разу не пробовал, чтобы вот вместо, как, допустим, пицца, только вместо теста у тебя вот эта куриная штука в панировке. Ну, да-да-да. Блин, классное изобретение, мне прям очень понравилось. И по вкусу все сбалансировано, все вкусно, все просто отлично заходит. Это полноценное авторское блюдо. Ребята придумали, сделали, реализовали. Умеют, могут, практикуют. Что еще нужно-то, как говорится, и недорого. Вот, например. Заехал, кстати, они на вынос работают только так, поэтому нам и пришлось подождать. Народ подъезжает, на байках тормозит, и, соответственно, нам вот это. Кухня работает и выносит им контейнеры с едой, и люди уезжают сразу. То есть на вечер народ берет. И, кстати, сыр моцарелла отлично здесь они Да, используют. да. И, во-первых, не зажиделись на сыр, его приличное количество, ну, вы видели, собственно. Ладно, слушай, ну это здорово. Это прям здорово и молодцы. Что ж у нас остается из таких основных вещей попробовать? Бургер. Мы, наверное, возьмем самый дорогой. Самый дорогой, я говорю. А он стоит ровно те же самые 50 тысяч. Но он будет с говядиной, с сыром и острый. Посмотрим, что за бургер. Ну, естественно, пиццу. Пицца здесь стоит маленькая 70 тысяч, большая 100 тысяч. А какую мы возьмем? Да мы сейчас решим, наверное. Тут их 5 видов. Ну, вегетарианскую брать не будем, традиционную, наверное, тоже. Сифудную, так как у нас здесь есть, уже, наверное, тоже не будем. Поэтому выбор между делюкс пиццей и смесью мяса пиццей. Ну, вот что-то сейчас с этим решим. Ну, ребят, ну это просто здорово, кайфово. Напишите, пожалуйста, вам вот такой вариант стритфуда нравится, интересен. Ну, это просто, на мой взгляд, это находка сегодня. Ну, это просто кайф. Я, знаете ли, ну, понятное дело, что это не самая здоровая пища, поэтому я бы так раз в месяцок-то уж по-любому бы заскакивал. Но это здоровее, чем пицца. Здесь теста-то особо нет. Здесь курица вместо теста. Да. Только вот это вот кляр, зажаренный во фритюре, это прям, да, здоровее, чем пицца. Ладно, оставим эти досужие разговорчики. Ждем пиццу и бургер. А вот оно все и подъехало. Это у нас делюкс пицца с мясом, грибами, овощички и бургер. Мы попросили ножик. Сейчас нам принесут ножик. Разрежем. Начнем пока что с пиццей. Я уже себе отдельно открошил кусочек. Под съемки, как это тянется, вы сейчас видите. Ну что ж, давайте и пробовать. Мясо, ветчина, сыр, болгарский перец и дети. Это вкусно. Даже остринка небольшая есть, ну прям совсем такая, знаете ли, где-то на фоне. Самое главное, 100 тысяч и 50 тысяч. Ну, про это пока нечего сказать. А здесь я могу сказать однозначно, это своих денег стоит, потому что здесь пицца... Ром, вот ты, кстати, и у тебя сын самые главные поедатели пиццы в Фонтиете. Перед тем, как попробовать, скажи, сколько стоит обычная нормальная пицца здесь? 150-170. 150-170. Ну, грубо говоря, в 1,5 и более раз дороже. Но это круто. На тонком тесте, как я люблю. Сыра много, наполнение хорошее. Это, конечно, вам не лакшери какая-нибудь крутая пицца. Я зачастую, знаете, как говорю? Сделайте ее дороже, но наполните дополнительными ингредиентами. Добавьте этого, всего. А здесь вот как раз недорого и все есть. Да, сейчас опять посыпятся комменты, Костян продался. Да, конечно, это я понимаю, само собой. А что ты со мной не поделился? Вот. И эти комменты тоже посыпятся. Я имею в виду, если ты продался, где бабки? А, вот. Лебовские. Где деньги, Лебовские? Где деньги, Лебовские?
Перед тем, как Рома скажет свое мнение по поводу пиццы, я скажу следующее. Это очень вкусная, хорошая пицца в миниатюре. Потому что в ней все, что нужно есть. Они просто взяли огромную, здоровую пиццу, за которую вы платите много денег, и просто ее уменьшили. Ничего лишнего здесь нет. Недостатка, на мой вкус лично, здесь тоже ничего нет. Обычно, потому что когда уменьшают, сырка чуть-чуть совсем. Здесь на каждом кусочке есть колбаска, есть ветчина, посыпано все неплохо. Здесь полноценная гамма. А вот это что? А, это лучок. Ну, то есть... Ром. Смотри, она по вкусу, по размеру, по количеству ингредиентов один в один, как мы пробовали пиццу в ресторане Каду, помнишь, перед поездкой в Ханой? Прям. Да, по-моему, да, помню. Но единственное отличие, они делают тесто сами, а это покупной вот этот кругляш, который просто запекается. Но на вкус это не влияет. Ну, ты знаешь, я не особенный-то знаток пиццы в плане того, чтобы отличить покупное. Вот Рома, кстати, ну, на то он и главный потребитель пиццы в Фантиезе. Чтобы отличить покупное от самопекного какого-то теста. В целом, тебя устраивает? Абсолютно. Меня тоже более чем. Это симпатично, это вкусно, это недорого и не пожиделись на ингредиенты. Дети! Сейчас попросим их потише и перейдем к бургеру. Хотя детей просить тише, ты знаешь, это на 2 минуты хватит. И теперь бургер. Внутри выглядит, ну, прям намес. Притом хороший намес. Ну, то есть... Это самостоятельный интересный вкус. Я, признаться, ожидал что-то более классическое, но нет. Они идут по собственному пути. Мясо, да. Овощи, да. Сыр очень даже, да. Булочка хорошая. Присутствует вкус обжаренного баклажана. Такое впечатление. Я не знаю, есть он там или нет, но он вкус такой. Мне чем-то это напоминает чили кон карне. Острота номинальная. Если где-то она только и присутствует. Скажем так, это не классический, необычный бургер со своим собственным видением, но невкусным я его ни в коем случае назвать не могу. Вообще вот ни разу. Он просто другой. Роман, давай. Вы знаете, я по поводу бургера скажу так. Он необычный. Ну, здесь видов бургеров, сколько, господи, теряется? 3. Мы взяли самый дорогой. Есть просто с говядиной и есть еще с курицей. В данном случае мясо хорошее, мясо вкусное, чувствуется, что говядина. Есть что пожевать. Котлетка могла бы быть, конечно же, и поплотнее. Но за 50 тысяч, да, окей. Вот если это за 100 тысяч, прям хорошая, крутая пицца, бургер за 50 мог бы быть получше. Хотя, честно говоря, обычно бургер здесь стоит в районе 80 сотки. Ну, потому что у меня там недалеко есть местечко Мистер Бургер. Оно на весь Муйне славится тем, что там прям очень хорошо и здорово. Ну, там кроме бургеров особо есть-то нечего. Они действительно классный бургер готовят, но там в 2 раза дороже. Роман. Насчет Мистера Бургера, там еще и пицца классная. Ну, пиццы тоже есть, но они, опять же, тоже в 2 раза дороже. Вот, а про бургер, когда ты листал меню, ну не листал, а просматривал, Да. сказал, бургер 50 тысяч. Я подумал, это будет бургер из ларька, где, знаешь, вот это вот супер тонкая котлета и листик салата, и все. Но здесь я просто очень сильно удивился, Ну, потому за что эти деньги, да. по уровню он реально вот как
бургер в мистере бургере в Муине. Только там он будет 100 стоить, здесь он 50. Очень вкусный, очень хорошее наполнение. И то, что ты сказал, да, самостоятельный вкус, я такого тоже ни разу не пробовал. какой-то баклажановый соус, да. Да, вот что-то типа того. Надо сказать, что котлета здесь, конечно же, значительно менее мясная, чем в том же мистере бургере. Если хотите, мы, может быть, какой-то микрообзорчик, что ли, да, может быть, закажем, да, и это самое, что-нибудь сделаем. Потому что расхвалили, знаете ли, а вам типа не показываем. Ну, наверное, это будет несправедливо. Нужно действительно у них там назаказывать всякого и сделать обзорчик. У них прям там места, чтобы покушать, нет. То есть там вот такой один столик просто у них. Это работает люди на вынос. Короче говоря, да, наверное, снимем. А здесь меня это место крайне радует, потому что это очень вкусно и недорого. Действительно, качественно готовят. И, как вы поняли, это у нас подвешенное чеховское ружье все это время было. Это, ребят, закусь. Она в меню не присутствует. Это штука для посыпки вот тебе всяким. Ни в жизнь не угадаете, что это. Это жареные муравьи. Ну, пиццу этим я не хочу. Я отдельно так попробую. Ну, понятно, почему это закусь. Это очень ядреный вкус. Не закусь, а посыпка. Это крайне кислая штука. Очень кислая. Очень кислая. Лемонграсс, острота и очень кисло. И остроты, кстати, много. Куриная жопка. Вообще интересная хреновина. Интересно, за счет чего такая кислота? За счет муравьев или за счет не пойми чего? За счет муравьиных жопок. Ну, наверное. Очень остро, очень кисло и лемонграссовое. Но лемонграсс уже вот все, пропал, его нет. Осталась острота и кислота. Ром. Так я уже их пробовал, я почему их заказал-то? Ну давай, тогда бомби. Я когда только-только прилетел в Сайгон, заселился в гестхаусе, и у меня там был специфический аромат. И я думаю, что за хрень, что за аромат? А с утра я понял, там было огромное количество тараканов. И когда я первый раз попробовал вот этих вот жареных муравьев, и после всей этой кислоты и остроты у меня в носу был определенного рода аромат. И я вспомнил, что он мне напоминает. Это вот те самые тараканы. Обилие тараканов. Не, подожди, ну тараканами здесь ничего не отдает. Я вижу, видимо, вот, множество лапок я вижу. Вот, видимо, у них хитин, и вот этот хитин, он такой аромат и имеет. Таракани, муравьиный и все равно. Короче говоря, вот вам еще одна микрочастичка местной дополнительной экзотики. Но это действительно, это присыпка, это, конечно, так кушать, как я съел, не надо. И, ну да, наверное, к чему-нибудь чуть-чуть разнообразить вкус можно. Крайне кислая штука и очень острая. Подведем итог, господа. А итоги достаточно простые. Это классное место. Мне здесь все абсолютно понравилось. Во-первых, у них самостоятельная кухня, а это нужно отметить. Здесь есть ради чего заехать конкретно сюда. Это каждое блюдо приготовлено по собственной рецептуре. Они каждое блюдо, очевидно, сами придумывали и разрабатывали. Оно недалеко находится. От Лотте-Марта, если вы заехали сюда закупиться, а каждый турист, практически приезжающий сюда, он заскакивает обязательно в этот мегамаркет, потому что там есть шмотки, там есть еда, там есть еще что посмотреть, развлечения и всякие туристические сувениры. Да, поэтому здесь очень недалеко, можно даже пешком дойти, никаких проблем. Местечко малюсенькое, да, обычно на вынос. Ну и тем-то и хорошо, знаете ли, можно посидеть, конечно же. Можно с собой, когда вы едете домой, взять очень приличной еды и вкусной. И самое главное, недорогой. Как мне кажется, здесь вкус, цена и подача – это одно из лучших мест, которые мы за последнее время посещали. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока!
Побольше бы таких местечек. Сейчас уедет. Ой. Горячо. Как вы понимаете, с детьми у нас совладать не получилось.